Владыки говорят о том, что повышаются вибрации планеты Земля. Как это выглядит с физической точки зрения, я не знаю. Но могу догадываться о том, что подошли космические сроки, как говорят владыки. Некоторые духовные учителя говорят о том, что заканчивается сидеральный или солнечный год, который длится 25 868 лет. И вот где-то в начале эпохи Водолея этот звездный год, по некоторым данным, заканчивается. И, соответственно, когда заканчиваются какие-то космические сроки, то должно прийти нечто новое. И это нечто новое должно прийти на смену тому, что существует сейчас. Соответственно, старое, то, что существует, будет сопротивляться. И вот мы сейчас живем в ту эпоху, которая является переходной эпохой. И вот в эту эпоху происходит такое противостояние сил света и сил тьмы. А вибрации могут повышаться, я думаю, из-за того, что планета Земля, она в составе, значит, созвездий окружающих, в составе галактики проходит какие-то энергонасыщенные зоны галактики, и вот такой эффект это оказывает на Землю. Итак, значит, вибрации планеты повышаются. Сравнить это можно с тем, как, например, яблоня, большая яблоня, и на ней растут яблоки. И когда вы эту яблоню начинаете трясти, яблоки начинают сыпаться на землю. Сыпятся яблоки и те, которые хорошие, спелые, и те, которые гнилые, с червяками. Вот. Но мы собираем хорошие яблоки, а червивые от них отделяем. Вот так и Бог действует. То есть тогда, когда повышаются вибрации на планете, нас всех начинает как бы трясти. Мы попадаем как бы в такой космический сепаратор, и в этом сепараторе происходит отделение душ. То есть те души, которые готовы к продолжению космической эволюции, они как бы, их сознание возвышается, и они идут вверх. А те души, которые не готовы к дальнейшей эволюции, они как бы вступают на нисходящую спираль и уходят с эволюционного пути, скажем так. И вот все это мы сейчас наблюдаем вокруг себя. Одни души очень быстро развиваются и достигают очень больших высот в своей профессии, в своей области деятельности, а другие, наоборот, подпадают под влияние массового сознания, и их сознание как бы раздробляется. То есть средства массовой информации, та ситуация, которая сложилась сейчас в мире, в области образования и в области управления, приводит к тому, что сознание человека как бы раздробляется. То есть у человека нет целостной картины мира. Он получает какие-то отдельные знания из интернета, либо в виде новостей, либо в виде еще каких-то вещей, но нету целостной картины мира. И когда у человека нет вот этой целостной картины мира, то он как бы не может быть целостным, и, соответственно, он не может соответствовать эволюционным задачам. Но в этот момент владыки мудрости оказали помощь человечеству Земли, и в виде этой руки, протянутой руки помощи, мы получили послание владык мудрости. Около 500 посланий в общей сложности было дано, которые изданы в книге мудрости и содержатся на сайте Сириус. И в этих посланиях как раз содержится целостный, такой мировоззренческий подход не только на то время, которое сейчас мы переживаем, но и в целом взгляд на эволюцию Вселенной, жизни во Вселенной, жизни на планете Земля, откуда мы пришли и куда мы следуем. И
те души, которые способны усвоить этот мировоззренческий подход, они будут, ну, как бы более, им будет легче вот в данную эпоху, чем тем, кто не имеет этого подхода, который имеет отражение внешнего мира в своем сознании подобно разбитому зеркалу, потому что целостной картины нет. Когда люди имеют мировоззренческую концепцию целостную, то им легче ориентироваться в окружающем мире и легче делать выборы, легче принимать решения, каким образом действовать. Но, к сожалению, современная система образования, она точно так же не дает целостного взгляда и, конечно, оставляет желать лучшего. Дети планируются обучаться перед компьютером, вот. И, конечно, без наличия живого учителя такое образование, я думаю, не будет создавать целостной картины мира, потому что не все знания можно передать через тексты, через компьютер, потому что есть жизненный опыт учителя, который передается помимо слов, помимо каких-то заданий, а именно передается из ауры в ауру, из ауры учителя в ауру ученика.